Корица – это простая и ароматная специя, которая, вероятно, есть у вас дома, хранит тысячелетний секрет. Это не просто приправа. Это ключ. Невидимый мост между материальным миром и энергией изобилия. Поставленная в нужное место с правильным намерением, она превращается в настоящий канал процветания, притягивая деньги, возможности и финансовую гармонию. И вот то, о чем почти никто не знает, древние духовные мастера Востока использовали корицу не только для очищения помещений, но и для открытия заблокированных путей, укрепления разума и создания настолько мощного вибрационного поля, что даже ветры, казалось, меняли направление в их пользу. Сегодня вы узнаете, куда поставить корицу, как мудро провести этот ритуал и почему это может стать началом нового этапа вашей жизни. Приготовьтесь превратить обычное в священный инструмент. Приготовьтесь позволить изобилию найти вас. Напишите в комментариях: «Мой дом Крестдик – храм процветания». Это не просто фраза. Это обязательство перед энергией, которую вы хотите принять с этого момента. Поставьте лайк этому видео, поделитесь им с тем, кто тоже заслуживает жить в большем изобилии, и подпишитесь на канал. Мы только начинаем. Скрытая сила корицы. Почему она привлекает столько изобилия корица? Это не просто ароматная специя, которую мы добавляем в кофе или сладости. На самом деле это одно из древнейших природных веществ, использовавшихся в духовных практиках для привлечения денег, удачи и благоприятных возможностей. Ее применение насчитывает тысячелетия, и это не случайно. От храмов Индии до буддийских монастырей Тибета корица считалась символом духовного и материального богатства. Ее сладкий, теплый и обволакивающий аромат не только радует чувства, но и повышает вибрацию всего вокруг. С энергетической точки зрения она действует как магнит. Где есть застой, она движет, где есть недостаток, она зовет изобилие, где есть страх, она вновь зажигает смелость. Это происходит потому, что корица обладает одной из самых высоких вибраций среди природных элементов. Она стимулирует поток энергии ян, напрямую связанный с действием, завоеванием и материальным осуществлением. В буддийском духовном понимании все, что нас окружает, это движущаяся энергия. И когда мы помещаем что-то с намерением в наше пространство, пусть даже щепотку корицы, этот жест начинает формировать реальность вокруг нас. В этом контексте корица становится посланницей. Она сообщает Вселенной, что вы готовы принимать, что для изобилия есть место и что ваша душа настроена на поток заслуживания. Многие игнорируют эту силу, потому что смотрят только физическими глазами. Но тот, кто пробуждается к духовному видению, начинает понимать, что во всем простом скрыты глубокие тайны. Зернышко риса, лист лавра, пламя свечи и корица – все они могут стать порталами, если их использовать с осознанностью и почтением. Когда вы привносите корицу в свою жизнь с таким пониманием, она перестает быть обычным ингредиентом и становится символом процветания, защиты, благословений, которые проявляются тихо. И самое прекрасное во всем этом то, что она доступна, природна и уже рядом с вами. Куда именно поместить корицу, чтобы активировать энергию процветания места, где вы размещаете корицу, определяет, будет ли она лишь украшением или настоящей точкой притяжения энергии. Секрет в намерении и прежде всего в духовной географии вашего дома. Согласно буддийским учениям и практикам энергетической гармонизации, каждый угол дома представляет сферу вашей жизни, и именно в этих зонах корица может творить свою тихую магию. Самое сильное место для корицы рядом с главным входом в ваш дом. Это дверь, через которую входит не только воздух и дневной свет, но и жизненная энергия. Древние мастера учили, что входная дверь – это точка, где судьба встречает нашу реальность. Когда вы помещаете там корицу, будь то в виде порошка, небольших палочек или даже в тканевом мешочке, вы создаете духовный барьер против недостатка и приглашения свободно течь процветанию. Вы можете поставить ее незаметно на блюдце рядом с дверью, в горшочке с другими защитными травами или даже внутри небольшого мешочка с крупной солью и лавром.
Важно, чтобы она была у входа, и чтобы вы поместили ее с осознанием того, что активируете там магнитное поле изобилия. Делая это, тихо произнесите вслух или мысленно: пусть энергия процветания входит вместе с дневным светом. Пусть мое меня находит с легкостью. Еще одно очень мощное место, особенно если у вас есть маленький алтарь или уголок для молитвы, центр дома. Помещенная там корица усиливает равновесие и гармонию, излучая позитивную энергию на всех жильцов. А если вы хотите напрямую укрепить финансовый доход, стратегическое место рядом с тем, где вы храните деньги или банковские документы, например, в ящике, сейфе или даже в кошельке. Но внимание! В таких случаях корица должна быть чистой, сухой и регулярно заменяемой, ведь она также впитывает энергию. Правильное место несет в себе символизм. Вход представляет новые пути, центр – равновесие, а деньги – заслуживание. Когда вы выравниваете эти точки с помощью корицы, что-то меняется. И вы это почувствуете. Духовное происхождение этого ритуала и его связь с буддийскими учениями. Хотя корица известна во всем мире своим ярким ароматом и лечебным применением, мало кто знает, что она также несет глубокую духовную историю, почитаемую в древних культурах как священный дар природы. В буддийском контексте корица выделяется не только как целебное растение, но и как элемент, который усиливает поток сознательного намерения, то, что монахи называют путем действия с мудростью. В древних буддийских текстах упоминаются ритуалы, включающие травы и элементы земли для очищения пространства и согласования ума с дхармой, путем истины. Корица, благодаря своим согревающим и активирующим свойствам, использовалась для поднятия энергии мест медитации и также как часть подношений бодхисаттвам, сострадательным существам, ведущим ищущих к просветлению. Но какое это имеет отношение к процветанию? В буддизме процветание – это не только деньги. Это жить в гармонии со здоровьем, миром и потоком. Истинное богатство приходит из сбалансированной жизни, где есть ясность ума, отсутствие страха и сострадательное сердце. Когда вы используете корицу с этим сознанием не как амулет, а как символ вашего намерения жить в изобилии и мудрости, она становится духовным инструментом, а не просто материальным. Кроме того, в тибетской медицине корица использовалась для лечения энергетических застоев в теле, словно разблокируя каналы, по которым течет жизненная энергия. Это отражается и в пространстве. Поместить корицу у входа в дом, например, все равно, что открыть ворота, которые были заперты для потока изобилия. Больше, чем суеверие, ритуал с корицей – напоминание. Осознанный жест воссоединения с силами, управляющими невидимым. Монахи учат, что то, что вы делаете с полной осознанностью, трансформирует мир. Именно это вы делаете, помещая корицу с почтением. Вы трансформируете пространство и вместе с ним меняете свою внутреннюю реальность. Как намерение превращает простой жест в магнит богатства. Вы можете поставить корицу в нужное место, в нужное время, но если ваш ум наполнен сомнением, страхом или поспешностью, результаты будут ограничены. То, что по-настоящему активирует силу корицы и любого духовного ритуала, это намерение. А в буддизме намерение – это все. Ум подобен плодородному полю. С каждой мыслью вы сажаете семя. И когда вы действуете осознанно, это семя прорастает с большей силой. Так, когда вы кладете корицу, желая процветания, богатство создает не сама корица. Это вибрация, которую вы излучаете в тот момент, умноженная символикой растения, отправляет мощное сообщение Вселенной. То, во что вы верите, выполняя ритуал, формирует поле вокруг вас. Если вы верите, что заслуживаете процветать, чувствуете благодарность за то, что у вас уже есть, и смиренно подходите к священному, корица становится продолжением вашей веры, транспортом вашего намерения, тихим посланием жизни. Я готов принимать. Буддийские мастера всегда подчеркивали: не предмет несет силу, сила активируется умом. Это означает, что если вы установите корицу на спех, как тот, кто выполняет бездушное задание, она останется всего лишь специей. Но если вы сделаете это присутствуя,
как тот, кто посвящает мгновение святости, она станет невидимым магнитом всего, что вы желаете привлечь. Одно из великих учений Будды гласит: ум предшествует всем вещам. Это относится к деньгам, здоровью, возможностям, миру. Поэтому, выполняя этот жест с корицей, глубоко вдохните, на мгновение закройте глаза и сердцем произнесите: «Я позволяю потоку процветания войти в мою жизнь с легкостью и изобилием». Не недооценивайте силу жеста, которым руководят вера и намерение. Иногда именно то, что кажется малым, как пригоршня корицы, пробуждает великие преобразования. Лучшее время дня и недели для проведения ритуала с корицей. Так же, как приливы подчиняются Луне, а времена года следуют священным циклам, духовные ритуалы тоже имеют свое время. Природа учит, что всему есть время, чтобы расцвести, и с корицей не иначе. Если вы хотите привлечь процветание более мощно, обратите внимание на духовное время жеста. Одно из самых сильных времен для использования корицы – первый день каждого месяца. Эта древняя практика известна и используется во многих традициях, и за ней стоит глубокая причина. Начало нового цикла несет энергию обновления, открытия и возможностей. Поместив корицу у входа в дом 1 числа, вы говорите Вселенной: этот месяц начинается с изобилия, но недостаточно лишь дня. Время суток тоже имеет силу. Проведите ритуал утром, предпочтительно до 9 часов, когда солнце только восходит, а мир молчит. В этот период энергия Земли чище, и ваш ум более восприимчив. Это как если бы день еще готовился, и вы предупреждаете его жестом веры. Для тех, кто желает более частой практики, понедельник также является духовно значимым днем. В буддизме это день, связанный с дисциплиной, возвращением к фокусу и открытием новых путей. Поместить корицу в стратегическом месте в этот день может помочь восстановить ваши финансы, особенно если у вас была трудная неделя. Есть еще одно мощное время – сразу после уборки дома, когда все в порядке, воздух обновлен, а пространство свободно от тяжелой энергии. Корица в этот момент действует как духовная печать гостеприимства и изобилию. Это как если бы вы сказали: «Сюда входит только то, что строит, что приносит мир, что умножает». Помните, дело не в том, чтобы сделать ритуал в любое время. Дело сделать его в правильное время, с присутствием, с почтением. Когда вы согласуете свое действие с духовным временем, Вселенная отвечает яснее. Энергия процветания не нуждается в принуждении. Ее нужно лишь пригласить в нужный момент, нужным образом. Распространенная ошибка, которая нейтрализует силу корицы и как ее избежать. Многие, узнав о духовной силе корицы, вдохновляются. Начинают использовать ее в разных местах дома, рассыпают у входа, посыпают предметы, кладут по углам. Но то, что должно было быть священным жестом, превращается в автоматическую привычку без души. И именно здесь кроется ошибка. Самая частая ошибка – использовать корицу, не очистив пространство заранее. Представьте, что вы хотите привлечь процветание, но ваш дом полон сломанных вещей, пыли в углах и тяжелой энергии ссор, тревог или негативных мыслей. В таком сценарии корица теряет силу. Это как пытаться зажечь свечу на сильном ветру. Пламя просто не удержится. Корица нуждается в чистом пространстве для работы, в физическом и энергетическом. Поэтому перед любым ритуалом с ней важно очистить помещение. Не просто подмести или протереть, а делать это с намерением. Пока убираете, повторяйте мысленно: «Я удаляю старое, чтобы освободить место для нового». Это создает поле, в котором корица может действовать. Другая тихая ошибка – использовать корицу с поспешностью или скепсисом. Делать ритуал просто ради галочки, без связи с тем, что вы делаете. Буддизм учит, что любая духовная практика требует присутствия. Если жест пуст, то и результат будет пуст. Корица не магическая формула, она зеркало вашей внутренней энергии. Наконец, многие забывают регулярно менять корицу. Оставляют порошок на неделями, забывают мешочек у входа. И то, что должно было быть символом движения,
превращается в застой. Старая корица накапливает застоявшуюся энергию и со временем может даже блокировать поток, который она ранее поддерживала. Оптимально менять ее каждые 7 дней или каждый раз, когда чувствуете изменения в атмосфере дома. Исправить эти ошибки просто, но преобразующе. Когда вы очищаете пространство, соединяетесь с ритуалом и заботитесь о замене корицы, вы на самом деле заботитесь об энергии своей жизни. И именно это требует истинное процветание, присутствие, намерение и постоянство. Как сочетать корицу с другим мощным ингредиентом, чтобы умножить результаты? Если корица сама по себе уже катализатор изобилия, представьте, что происходит, когда ее сочетают с другим высоковибрационным ингредиентом, столь же почитаемым духовными традициями. Эта комбинация создает еще более мощное энергетическое поле, способное ускорить поток процветания, усилить духовную защиту и открыть пути быстрее. Среди самых мощных элементов для объединения с корицей лавровый лист занимает особое место. Он считался священным еще в древности, использовался в ритуалах посвящения, победы и благословения. В буддизме и других восточных традициях лавр символизирует мудрость, рост и преодоление препятствий. И более того, он олицетворяет победу духа над материальной нехваткой. Когда вы объединяете корицу и лавр в одном ритуале, вы соединяете два мощных архетипа – согревающую, активирующую силу корицы и направляющую силу лавра. Вместе они не просто привлекают деньги, они показывают путь к воплощению с ясностью и целью. Простая, но очень эффективная практика – создать небольшой мешочек изобилия. Возьмите кусок натуральной ткани, может быть хлопок, и положите внутрь палочку корицы, сухой лавровый лист, 3 зернышка сырого риса и щепотку крупной соли. Завяжите красной нитью и держите этот мешочек в ящике с деньгами у входа в дом или даже в кошельке. Этот небольшой предмет, хотя и неприметный, несет очень высокую духовную чистоту. Он очищает путь, притягивает возможности и защищает ваши финансы от негативных влияний. Создавая его, мысленно произнесите: «Изобилие находит меня. Все, что процветает, приходит ко мне легко и истинно». Другой способ соединить оба ингредиента – легкое окуривание. Достаточно сжечь лавровый лист вместе с небольшой палочкой корицы на угле или в безопасной емкости с огнем, позволяя дыму распространиться по комнате. Пока вы проходите по дому, с верой произнесите: «Пусть вся тяжесть растворится, и пусть останется только то, что строит». Дым очищает и заряжает. Он растворяет то, что задерживает, и приглашает то, что преобразует. Это объединение не магия, это духовность. И все, что делается с уважением, верой и мудростью, способно изменить то, что казалось невозможным. Реальные истории преобразования с помощью этого ритуала. Во многих духовных путях говорится, что слова имеют силу, но свидетельства имеют душу. Когда мы слышим правдивую историю о том, как кто-то изменил свою реальность с помощью простого действия, внутри нас что-то пробуждается, будто сердце говорит: «Если это было возможно для него, возможно и для меня». Одна из таких историй – история Дании Ивонны, 62 лет, живущей в глубинке Параны. Она переживала серьезные финансовые трудности после потери мужа. Счета накапливались, пенсии едва хватало на расходы, а ощущение заброшенности было постоянным. Однажды, смотря видео о духовности, она узнала о ритуале с корицей у входной двери. Слишком просто казалось, но она решила попробовать не из-за отчаяния, а потому что что-то в этой практике говорило прямо ее душе. Она начала класть щепоть корицы в ладонь в первый день каждого месяца и с улицы дуть ее внутрь дома, мысленно говоря: «Как эта корица входит, так входит и процветание». Через 2 месяца она получила неожиданное предложение сдать в аренду часть своего дома. Через 4 месяца начала готовить сладости на продажу, и заказы умножились. Она говорит, что впервые за долгое время почувствовала покой, оплачивая счет вовремя, и более того,
почувствовала достоинство. Другое запоминающееся свидетельство – сеньор Маркус, 59 лет, который почти 10 лет пытался открыть собственный бизнес. Всегда что-то шло не так. Партнер отказывался, кредит не одобряли, аренду отменяли в последний момент. Узнав о использовании корицы с лавром, он решил сделать маленький алтарь у входа дома. На нем он поставил стакан с водой, 3 палочки корицы, белую свечу и 2 лавровых листа. Он делал это 7 дней, молясь об открытии путей. На 8-й день он получил телефонный звонок, который все изменил. Знакомая предложила ему коммерческое помещение, стоявшее закрытым несколько месяцев, с арендой ниже рыночной и со всей мебелью внутри. Менее чем за 3 недели его мечта стала реальностью. И сегодня он говорит, что ритуал принес не только деньги, но и ясность, принес направление. Эти истории не исключение, они – напоминания. О том, что когда мы вкладываем намерение в наши жесты, невидимое движется в нашу пользу. О том, что когда мы останавливаемся, чтобы почтительно приветствовать энергию изобилия, она проявляется порой медленно, порой как сильный ветер, который меняет все. И, возможно, слушая эти истории, вы тоже чувствуете, что настало ваше время. Как поддерживать энергию процветания после ритуала? Привлечь процветание – важный шаг, но поддерживать этот постоянный поток требует внимания, осознанности и маленьких ежедневных действий, питающих эту энергию во времени. Ритуал с корицей может открыть дверь. Но то, как вы живете после него, определяет, останется ли эта дверь открытой или снова закроется. В буддизме мы учим, что изобилие – это не пункт назначения, а непрерывное вибрационное состояние. И как любая вибрация, оно нуждается в подпитке жестами, мыслями и выборами, находящимися в согласии. Это означает, что после ритуала вы должны продолжать действовать как человек, живущий в гармонии с энергией процветания. Один из самых эффективных способов сделать это – культивировать осознанную благодарность. Каждый день, просыпаясь, повторяйте себе: «Я благодарен за то, что имею, и открываю сердце для всего, что еще придет». Эта простая фраза, сказанная с искренностью, сохраняет ваше энергетическое поле чистым и восприимчивым. Благодарность – как солнце, питающее землю вашего намерения. Еще один важный момент – заботиться о месте, где был совершен ритуал. Если вы поместили корицу у входа, поддерживайте это место чистым, светлым и гармоничным. Если сделали алтарь, регулярно меняйте корицу, обновляйте воду, заменяйте лавровые листья. Не позволяйте элементам портиться, ведь это символизирует застой и на духовном плане. Процветание также легче циркулирует там, где есть дарение и непривязанность. Отдавайте то, чем не пользуетесь. Делитесь едой, словами поддержки, маленькими добрыми делами. Акт дарения освобождает внутреннее и внешнее пространство, чтобы пришло что-то новое. В буддизме этот принцип называется дана – щедрость, очищающая привязанность и умножающая заслуги. И, наконец, держите активной веру. Даже если результаты не появляются сразу, продолжайте с твердым сердцем, с практиками в порядке и умом, направленным на добро. Процветание – это не только то, что у вас есть, но и то, кем вы становитесь на пути. Если вы становитесь человеком, излучающим уверенность, благодарность, ясность, у процветания не останется выбора, кроме как сопровождать вас. Корица открывает дверь. Ваши поступки удерживают эту дверь открытой. И именно в этой тихой постоянстве происходит истинное преобразование. Заключительный жест благодарности, запечатывающий изобилие в вашей жизни. В любой истинной духовной практике завершение так же важно, как и начало. Это как невидимая печать, защищающая то, что было пробуждено, как последний вздох после глубокой молитвы. И когда речь идет о ритуалах процветания, ничто не сильнее благодарности, выраженной не только словами, но и осознанным жестом. После того, как вы проведете ритуал с корицей, разместите ее с намерением и произнесете свои молитвы или утверждения, уделите мгновение тому, чтобы что-то отдать обратно жизни.
Это жест, который запечатывает, освещает, превращает полученную энергию в разделенную, а значит, умноженную. Сделать это можно очень просто. Возьмите монету любого номинала, даже маленькую, и положите ее в природе. Это может быть у подножия дерева, рядом с цветком или даже в углу сада. Кладя ее туда, тихо скажите вслух или мысленно: «Так же, как я принимаю, я и отдаю. Пусть это изобилие коснется других сердец». Этот жест, несмотря на свою тонкость, имеет огромную силу, потому что он говорит Вселенной, что вы не удерживаете, что вы настолько доверяете изобилию, что позволяете ему течь. И чем больше вы течете, тем больше оно возвращается к вам. Если вы не можете выйти из дома, вы можете зажечь белую свечу в особом месте вашего дома, а рядом с ней поставить щепотку корицы, лист лавра и стакан чистой воды. Побудьте в тишине несколько мгновений и почувствуйте связь с чем-то большим. Глубоко вдохните и мысленно произнесите: «Все, что мне нужно, уже существует и приходит ко мне легко в нужное время». Этот момент отдачи, эта священная пауза запечатывает все, что было построено до сих пор. И более того, превращает ритуал в путь. Путь, который вы можете повторить всякий раз, когда почувствуете, что нужно открыть пространство для нового. Потому что истинное процветание – это не разовая победа. Это постоянный спутник того, кто идет с намерением, верой и благодарностью. И, возможно, не замечая, этот простой жест станет началом чего-то большего, чем вы могли представить. Сегодня вы узнали, что корица – это не только кухонный ингредиент. Она – тихий посланник между видимым и невидимым. Вы обнаружили, что поставленная в нужное место, в нужное время, с правильным намерением, она становится мощным порталом преобразования. Узнали, куда ее поместить, как сочетать ее с лавром, когда использовать, и прежде всего, как активировать ее энергию с осознанностью и почтением. Но, возможно, самое важное из всего сказанного здесь – это то, что истинное процветание начинается внутри вас. Прежде чем проявиться в кошельке, на работе или в возможностях, оно рождается в вашем сердце, в том, как вы взаимодействуете с миром, в энергии, которую вы вкладываете в самые простые жесты. Корица – символ. Напоминание о том, что вы действительно можете изменить свою реальность. Что даже в трудные времена, когда все кажется застойным, существуют природные, доступные и духовные инструменты, способные вновь зажечь поток жизни. А теперь ваша очередь. Начните с веры. Подготовьте пространство. Используйте корицу с намерением. Если хотите, соберите свой мешочек изобилия или проведите окуривание лавром. Выберите особенный день, обновите свой дом маленькими жестами и завершите все печатью благодарности. Напишите в комментариях: «Мой дом – храм процветания». Пусть эта фраза звучит не только словами, но и в вашей повседневности. Пусть она станет реальностью. И помните, Вселенная не отвечает на спешку, она отвечает на присутствие. Каждый раз, когда вы уважаете духовное в повседневности, вы активируете пути, которые раньше казались закрытыми. Если это видео коснулось вашего сердца, поставьте лайк, поделитесь им с кем-то, кто тоже заслуживает этого преобразования, и подпишитесь на канал. Здесь каждое учение – это семя света, посаженное на вашем пути. Пусть корица открывает двери, пусть лавр благословит ваш путь, и пусть изобилие станет вашей новой природой.